Небесный Отец, я прихожу к Тебе сегодня не в гордыне, не в силе, но с покорностью. Я прихожу как сосуд, готовый наполниться Твоим божественным даром. Я признаю Тебя как Бог изобилия, то властелин урожая, то источник богатства и хранитель всех благословений. Я заявляю, даже сейчас, что мое финансовое чудо исходит не только от человека, системы или усилий. Он исходит от Ты, Отец. Он рожден в вера, запечатанный завет и доставленный через послушание. Ты, Господь, и есть Бог, который открывает двери, которые никто не может закрыть. Вы держите ключ к каждому сокровищу, то секрет каждого прорыва и план для каждой судьбы. Поэтому я обращаюсь к небесам прямо сейчас, пусть окна изобилия открыть жизнь того, кто смотрит это сообщение. Пусть и выпадение осадков там, где была засуха. Позволять божественное обеспечение зудит выпущено там, где был недостаток. И пусть чудо умножения начните прямо сейчас, да, даже когда эти слова уже слышны. Дитя мое, это не совпадение, вы не случайно наткнулись на это сообщение. Нет, это ваше божественное назначение, вы здесь, потому что Бог услышал твои крики. Бессонные ночи, неотвеченные молитвы, растущие счета, тихая война, которую ты ведешь за закрытыми дверями. И даже если ты чувствуешь себя забытым, услышь меня ясно. Небеса не молчали, очко благословения уже движется к тебе. Но вы должны оставаться со мной до конца этого сообщения, потому что секрет его разблокировки будет раскрыто. И если вы это пропустите, вы можете упустить свой момент. Ты в одном шаге с поворотный момент, это изменит все. Но прежде чем случится чудо, вы должны понять кое-что. Этот момент – это нечто большее, чем просто деньги. Речь идет о судьбе. Речь идет о трансформации. Речь идет о выходе из цикла нехватки и вступлении в полное наследование, что Бог приготовил для тебя задолго до твоего рождения. Речь идет об открытии, и божественный ключ которой открывает дверь к жизни сверхъестественное обеспечение. Не просто быстрое решение, а вечный завет изобилия. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Поэтому я умоляю вас, не уходите, не позволяйте сомнениям вырвать вас из этой божественной атмосферы. Ведь если вы уйдете сейчас, вы можете упустить момент, когда Бог говорит напрямую с твоей ситуацией. Недаром враг всегда пытается отвлечь тебя, когда ответ близок. Недаром телефон звонит, мысли блуждают, а сердце терзают сомнения именно тогда, когда прорыв уже близок. Но не сегодня, сегодня ты останешься. Сегодня ты будешь слушать. Сегодня ты будешь принимать. И если вы чувствуете это жжение в своем сердце, если что-то глубоко внутри вас шевелится даже сейчас, это не эмоция, это подтверждение. Это шепчет Святой Дух, это послание для вас. Это ваш момент. Это время сеяния перед жатвой. Слушай, ты слишком долго выживал. Пора начинать. Процветающий. Ты молился о объедках, когда Бог хотел дать тебе наследование, вы справлялись со штормами, но сейчас самое время прикажите им прекратить. И все начинается с одного решения. Оставайтесь со мной до последнего слова этого сообщения. Потому что к концу этого видео вы не только услышите о финансовые благословения, вы поймете, почему шторм должен был прийти первым, почему задержка не была отказом, и как Бог уже определил тебя для неожиданный релиз. Да, такого рода сверхъестественное освобождение это меняет все, не только для вас, но и для ваших детей, вашего наследия, вашего призвания. Но прежде чем я вам покажу ключ, вы должны понимать глубину двери, которую вы собираетесь открыть. А что за этой дверью? Я скоро открою. Но уверяю вас, это больше, чем деньги, больше, чем богатство, и более священно, чем все, что вы могли себе представить. Так что дыши, замри и приготовься.
Потому что то, что будет дальше, может изменить свою жизнь навсегда. И да, Бог присутствует в этом моменте. Я говорю на милость Божия над вашей жизнью прямо сейчас. Да, над вашими мыслями, вашими банковскими счетами, вашим домом, вашим трудом, вашим отдыхом. Я заявляю, что ты не проклят, ты избрання заявляю, что финансовый прорыв – это не просто желание, а божественное наследие, вписанное в историю вашей жизни еще до того, как были заложены основания земли. Вы должны понять нечто священное. Небеса отвечают на ожидания не бояться. Не паниковать. Даже не впадать в отчаяние. Небеса откликаются на исполненное веры ожидание завета. Когда ваш вера согласуется с Божьим обещанием, то чудо становится неизбежным, и сегодня мы объединяемся. Прямо сейчас мы заявляем. Не просто словами, но и сердце, наш дух и даже наша поза. Мы стоим в ожидании, как слуга у окна, ожидая получить положение короля. Я хочу, чтобы вы произнесли это вслух даже сейчас, где бы вы ни находились. Пусть финансовый прорыв станет моей частью во имя Иисуса. Повторите это еще раз, на этот раз с убеждением. Я принимаю милость Божью. Я принимаю открытые двери. Я принимаю богатство, я принимаю мир, я принимаю свою долю. Во имя Иисуса. Потому что Слово Божье говорит в Второзаконии 28:11, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе». Это не поэзия. Это не предложение. Это обещание. А завет. И прямо сейчас мы вместе воплощаем это обещание в жизнь. Мы пробуждаем атмосферу изобилия с декларацией веры. Потому что враг не имеет власти над сердцем верующим. Нехватка начинает сказываться, когда ваши ожидания растут выше вашего опыта. Но позвольте мне спросить вас кое о чем честно. Вы ждали или просто терпели? Вы заявляли или просто жаловались? Вы готовились к сбору урожая или прекратили посадку, потому что земля показалась вам слишком сухой? Дитя мое, многие из вас перестали просить, потому что уже разочаровывались. Вы молились, но ничего не изменилось. Вы отдавали, но не получили взамен. Вы надеялись, но в итоге получили боль. И теперь ваше сердце устало надеяться. Вы хотите верить, но боитесь, что еще одна задержка сломает вас. Но услышьте меня в духе, задержка не является отказом. Ваш Небесный Отец не забыл вас. Он не сжал руки своей. Он не отвернул лица своего. На самом деле, молчание никогда не было знаком отвержения, а оно было подготовка. Потому что то, что Он собирается высвободить, требует большее судно, чем раньше. Итак, этот сезон растягивал тебя, увеличивал, формировал тебя, не наказывая тебя. И я говорю вам пророчески, это момент, когда растяжение уступает место наполнению, небеса разверзаются. Окна скрипят под тяжестью благословения, которые вот-вот изольются, но вы должны стоять в вере. Вы должны провозглашать с уверенностью. Вы должны подготовить свое сердце к принятию. Чего-то больше, чем то, что вы просили. Да, ты просил денег, но Бог дает тебе богатство. Вы просили работу, но Бог открывает бизнес-возможности. Ты просил выживания, но Бог дает тебе жизнь переполнения. Но ты должен говорить на этом. Вы должны ожидать этого. И ты должен нравиться это видео прямо сейчас, если вы согласны. Не для алгоритмов. Не для чисел. Но как публичный акт веры, как заявление, в котором говорится «Я верю». Вперед! Продолжать нажмите эту кнопку «Мне нравится, как ваше семя ожидания». Потому что каждое действие веры открывает дверь.
Каждый маленький шаг послушания приглашает большее благословение. И каждое видимое на земле заявление отзывается эхом на небесах. Сила в единстве. Сила в единстве – точка соглашения. И когда мы вместе заявляем, шторм начинает меняться. Это не просто видео, это священный момент, божественный алтарь, место, где обещания становятся реальностью. Итак, давайте копнем глубже. Прямо сейчас произнесите эту молитву вместе со мной. Господи, уничтожь все, что противится моему финансовому благословению, разрушь каждую стену, каждое проклятие, каждый унаследованный цикл бедности. Разрушь каждую ложь, которая говорила мне, что я недостоин изобилия. Закрой уста всякому голосу, внешнему или внутреннему, который говорит, что мне не суждено преуспевать. Ибо Слово Твое говорит, что я голова, а не хвост. Вверху, а не внизу. Благословен вход и благословен исход. Эта молитва не пустые мечты. Она война. Это прямой удар по духу бедность, оплот-дефицит, образ мышления поражения. Потому что вот скрытая правда, ваш враг не просто недостаток. Ваш враг – мелочное мышление. Ваш враг – страх. Ваш враг – рассеянность, и если враг не может украсть ваши деньги, он попытается украсть ваше зрение, если он не может добраться до вашего банковского счета, он нападет на ваш вера. Если он не может разорить вас финансово, он разорит вас эмоционально, так что даже когда придет благословение, у вас не будет сил войти в дверь. Но сегодня мы это нарушаем. Сегодня мы единодушно заявляем, мы свободны от всех ограничений, мы больше не слуги страха, мы наследники королевства, и Слово Божие дает мне понять, что Он будет «откройте окна небесные», и для выхода благословение столь обширное, что для его вмещения не хватит места. А теперь остановитесь и представьте это на мгновение. Закройте глаза и представьте, дверь рая со скрипом открывается. Представлять себе золотой свет льется. Представьте себе хранилище изобилия разблокируется одним нажатием ключ веры. Видите ли вы это? Чувствуете ли вы это в своей душе? Это мгновение перед релизом. Эта секунда, перед начиваются дожди во время сбора урожая. Но позвольте мне подготовить ваше сердце. Иногда, прежде чем дверь распахнется, возникает сопротивление. Не потому, что вы делаете что-то не так, а потому, что благословение, которое вы собираетесь получить, больше того, что вы сейчас готовы нести, вы можете чувствовать давление. Вы можете ощущать духовную войну. Вам может казаться, что все трясется. Но не паникуйте. Потому что то, что ты чувствуешь, это не разрушение, это божественная доставка. Не было это нажатие до того, как масло потечет. Не тряска это движение перед тем, как дверь откроется. Не неопределенности то последнее усилие противника перед прорывом. И если вы будете придерживаться этого курса, если вы продолжаете заявлять, если вы не отступай, вы войдете в сверхъестественное переполнение, это придаст смысл любой борьбе. Итак, Дитя Божие, подними голову. Это не конец, это начало. Твои финансовые двери открываются. Твое наследство доставляется. Твоя судьба выстраивается. И ваше чудо приближается с каждым вдохом веры. Прямо сейчас я расскажу вам правдивую историю из Писания, которая точно отражает то, что вы чувствовали: усталость, страх, голод, а затем неожиданная услуга. И релиз был настолько обильным, что он переписал историю. Но прежде чем мы доберемся туда, еще один раз, нравится это видео, если вы еще этого не сделали, и прокомментируйте это ниже, я получаю свою долю. Я верю, что моя жатва близка. Почему? Потому что ваши слова – это семена. И сегодня твое семя начнет размножаться. Остаться со мной. Потому что то,
что будет дальше, все изменится. Позвольте мне задать вам кое-что личное, что-то такое, что может проникнуть сквозь поверхность вашего спокойствия и глубоко проникнуть в печаль, которую вы скрывали годами. Вы когда-нибудь стояли в очереди на кассе и молились, чтобы карту не отклонили? Вы когда-нибудь смотрели в глаза своему ребенку, желая сказать «да» чему-то простому, например, школьной поездке или подарку на день рождения, но ваш кошелек говорил «нет», как и ваше молчание? Вы когда-нибудь сидели в церкви, подняв руки в молитве, и при этом ваше сердце было тяжело, потому что вам нужно было заплатить за квартиру, и вы не знали, откуда их взять? Была ли когда-нибудь ваша щедрость загнана в ловушку вашей бедности? Плакали ли вы когда-нибудь не потому, что вам не хватало веры, а потому, что ваша вера еще не была подкреплена соответствующим обеспечением? Это не просто риторические вопросы. Это реальность, с которой сталкиваются миллионы людей. И, возможно, вы один из них. Возможно, вы смотрите это послание из маленькой комнаты, которая больше похожа на клетку, чем на дом. Возможно, вы смотрите с разряженным телефоном и без зарядного устройства, потому что предыдущий сломался, а новый вы не можете позволить себе на этой неделе. Возможно, вы мечтаете о благословении других, о щедрой десятине, о сиянии в служении, о том, чтобы быть тем, кто выписывает чек вместо того, чтобы нуждаться в нем. Все были погребены под тяжестью просто выживания. Но я здесь, чтобы напомнить вам освященная истина: ты не был рожден, чтобы выживать. Ты был рожден, чтобы сиять. Бог соткал тебя в чреве матери не для того, чтобы увидеть тебя продираться сквозь жизнь. Нет, Он предназначил тебя для избыток. Он предназначил тебе получатик выпускать. Он предназначил тебе быть судно из чудесный прорыв для ваших домашних и для тех, кто молча кричит о помощи вокруг вас. Понимаете, богатство в королевстве никогда не бывает эгоистичным. Это не только для машины. Не только для дома. Не только для комфорта. Это для миссии. Это для бедных, вдов, сирот. Это для того, чтобы вы могли стать ответом на чью-то молитву. Чтобы вы могли быть и открытой дверью, которым кто-то другой взывал к Богу. Так что вы можете стать чудо, входящее в сложную ситуацию, освещая Его сверхъестественное обеспечение. И все же я должен спросить еще раз, потому что именно эти вопросы разделяют эмоции от правды и комфорт от цели. Почему враг так яростно боролся с вашими финансами? Почему каждый раз, когда вы пытались вырваться вперед, что-то отбрасывало вас назад? Почему кажется, что как только вы экономите, наступает чрезвычайная ситуация? Почему каждый прорыв кажется временным? Может ли быть так, что враг боится не ваших денег, а того, что вы с ними сделаете? Потому что он знает, что если бы вы когда-нибудь вступили в свое полное наследие, если бы вы когда-нибудь вошли в полноту того, что предначертано Богом, вы бы начали строить детские дома, финансировать служение, кормить города, спасать дочерей, восстанавливать общины. Вы бы перестали быть молитвенной просьбой и стали бы ответом на молитву. Он не борется за ваши деньги, он борется с твоим призванием. И все же, глубоко внутри, твой дух шепчет: «Боже, укрась мою жизнь твоими благословениями, не только для меня, но чтобы я мог благословлять других. Позволь мне быть богатым не ради статуса, а чтобы я мог предложить помощь нуждающимся, уязвимым и обделенным вниманием». Это почему Бог хочет благословить вас финансово, не просто чтобы вам было удобно, но и чтобы вам было сильной в обслуживании. Ты не конец благословения. Ты – начало чужого чуда. Бог ищет сердца, которые говорят: «Отец, умножь мои финансы не только для потребления, но и для того, чтобы я мог быть распространителем Твоей славы». И я чувствую в своем духе, что ты – одно из таких сердец в глубине души, под болью, под бременем долга, под бременем промедления. Ты все еще лелеял мечту быть щедрым.
Ты представлял это. Ты видел, как выписываешь чеки незнакомцам. Ты мечтал выплатить ипотеку пастора, отправить миссионеров за границу, кормить семьи каждый месяц. Но враг пытался украсть семена, задушив твою почву. Но сегодня мы восстанавливаем вашу почву. Мы призываем дождь. Мы призываем благословение. Мы провозглашаем, что благословены дела рук твоих, что твоя чаша переполнится, и что вы войдете в сферу финансового изобилия. Произнеси это вслух, где бы ты ни был, не шепчи объявить об этом: «Я вступаю в изобилие». Я буду богат, чтобы служить. Я буду процветать, чтобы помогать другим. Я буду благословением. Это не высокомерие. Это соответствие. Вы согласуете свои желания с миссией небес. Слово говорит в 2 Коринфянам 9:8: «И Бог способен благословить вас щедро, чтобы вы во всем и всегда, имея все необходимое, были богаты на всякое доброе дело». Вы это уловили? Он благословляет тебе так, что вы можете изобиловать добрые дела. Ни стресс, ни выживание – услуга. Так что давайте воплотим это в реальность. Давайте заглянем в самые потаенные уголки вашего сердца и откроем дверь, которую вы, возможно, годами держали запертой. Вы когда-нибудь видели страдающего человека и думали: «Если бы у меня было больше, я бы помогал»? Вы когда-нибудь проходили мимо спящего на холоде человека, и ваше сердце разрывалось, но руки были пусты? Вы когда-нибудь слышали о матери-одиночке, которая с трудом могла купить себе еду, и ваша душа кричала: «Боже, я хочу помочь»? Но ваш банковский счет говорил вам молчать? В такие моменты понимаешь, деньги – это не просто роскошь, это инструмент служения. Вот почему это благословение имеет значение. Речь идет не только о ваших счетах. Речь идет о вашем наследии, речь идет о разрушении проклятия бедности, передающейся из поколения в поколение, не только для вашей семьи, но и о том, чтобы ваша жизнь стала живым свидетельством того, что Бог может сделать с отданным Ему сосудом. Потому что когда чудесный прорыв начинает происходить в ваших финансах, и этого ли, у вас уже должен быть планирует служить, и у вас уже должно быть видение, превосходящее ваши собственные возможности. Вы уже должны знать, это не только для меня. Это для Царства Божьего. Дитя мое, ты не призван просить милостыню. Ты призван строить, тебя не звали гоняться. Тебя звали команда. Вы не были призваны утонуть в долгах. Вы были призваны судьбы фонда. Поэтому спросите себя честно еще раз: верю ли я, что мне можно доверить богатство? Верю ли я, что Бог хочет, чтобы я имел больше, не для того, чтобы хвастаться, а для служения? Верю ли я, что финансовое благословение не эгоистично, а священно? Если ответ «да», то помолитесь со мной: «Отче, благослови дела рук моих. Умножь то, к чему я прикасаюсь. Пусть мои идеи превратятся в доход. Пусть мой бизнес станет фонтаном. Пусть в моих финансах произойдет чудесный прорыв, не только для моего спасения, но и для спасения других. Сделай меня продолжением Твоей щедрости. Позволь мне ходить в новом помазании даяния. Используй меня, чтобы отвечать на молитвы. Используй меня, чтобы нести изобилие не как имущество, а как цель. Во имя Иисуса. Пусть эта молитва звучит в вашем духе. Потому что я чувствую это даже сейчас. Что-то меняется. Двери открываются. Цепи рвутся. Небеса шевелятся, ангелы движутся. И то, что будет дальше, это не просто обеспечение, но продвижение с целью. Вы входите в тот вид богатства, который имеет свою миссию. Такое благословение, которое не просто возвышает вас, но и возвышает поколение.
И буквально через мгновение я расскажу вам глубже. Я покажу вам библейскую историю, реальную, искреннюю, сильную, которая точно отражает вашу ситуацию. Историю о том, как нужда превратилась в смех, о страхе, обернувшемся благосклонностью, о бедности, обернувшейся смыслом. Но прежде чем мы доберемся туда, остановитесь и сделайте вдох. Скажи это в последний раз, на этот раз всеми фибрами своего существа. «Боже, укрась мою жизнь своими благословениями. Дай мне процветать, чтобы я мог служить. Дай мне возвыситься, чтобы я мог возвышать других». Потому что следующая часть сообщения. Покажу вам точную дверь, где уже ждет твое благословение. Происходит битва, которую вы не видите, но чувствуете. Вы чувствовали это в тишине после самых отчаянных молитв. Вы чувствовали это, когда двери, которые должны были открыться, без причины захлопнулись. Вы чувствовали это в необъяснимых задержках, в поломках в последнюю минуту, в ускользающих от вас заказах, в возможностях, которые казались гарантированными, но исчезали без предупреждения. Вы почувствовали это на примере своих финансов. Война. Невидимое сопротивление. Сила, которая, кажется, возникает как раз в тот момент, когда вы собираетесь переступить порог. И, может быть, ты не знаешь, как это выразить словами, но ты прошептал это в своем духе. Почему мне так трудно принять? Почему мне так трудно подняться? Это, дитя мое, сдерживающая сила. Сила, которая не просто противостоит вашим деньгам, она противостоит вашим чудо. Он не просто хочет отсрочить ваше благословение, он хочет разрушить ваши веры. Он не просто удерживает богатство от ваших рук, он хочет заставить вас усомниться в том, действительно ли Бог видит вас. Но сегодня я открою то, о чем мало кто осмеливается говорить. Есть невидимые системы духовной стены, воздвигнутые, чтобы помешать избранным людям получить их наследование. И не потому, что они слабы, а потому, что они опасны для планов противника. Вы один из таких людей. Война вокруг ваших финансов – доказательство твоей судьбы. Трудности, с которыми вы столкнулись, произошли не потому, что вы недостойны, а потому, что вы отмечены. Враг не тратит энергию на атаку пустых судов, он атакует те, кто несет в себе потенциал изобилия. И вот здесь-то и происходит моральная дилемма входит, когда битва настолько интенсивна, когда сопротивление настолько ожесточенно, будешь ли ты бороться или сдашься? Будете ли вы упорствовать в молитве, когда ваш банковский счет кричит об отсутствии средств? Будете ли вы сеять в голод, полагая, что урожай придет? Вы поверите, обещать даже, когда давление невыносимо? Или вы молча отступите, убеждая себя, что, возможно, вы ошибались, возможно, процветание не для вас, возможно, богатство для других, а не для таких, как вы? Но послушайте меня внимательно. Это привилегированные знания из сферы духа. Сопротивление всегда наибольшее непосредственно перед выбросом. Атаки противника усиливаются не когда ты далеко, но когда ты около. Ты ближе, чем думаешь. Ближе, чем чувствуешь. Поэтому я заявляю сейчас, во имя Иисуса, в вашей жизни произойдут финансовые чудеса. Не просто один, не просто момент, а поток. Последовательный, неоспоримый, святой поток богатства – это невозможно остановить. Я выступаю против всякого духоудержания, каждое проклятие поколения, каждый цикл едва-едва, каждое демоническое сопротивление проявления вашего финансового чуда. Он ломается. Он падает. Он готов. Но вот предвещая, прежде чем придет поток, должно быть драться. Перед тем, как свершится чудо, напряжение нарастает. Перед жатвой бушует буря. Почему?
Потому что враг в последний раз попытается заставить тебя сдаться, прежде чем переступить порог. Вот в чем секрет. Вот в чем ловушка. Вот в чем древнее оружие. Он стремится измотать вас духовно, чтобы, когда дверь наконец откроется, у вас больше нет сил или веры пройти через это. Поэтому теперь я должен спросить вас и хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос от всего сердца. Вы позволили давлению ослепить вас и помешать вам поверить в обещание? Позволили ли вы войне вокруг ваших денег стать громче слова, которое Бог сказал в вашей жизни? Вы начали приспосабливаться к трудностям так, как будто это ваш дом, вместо того, чтобы сопротивляться им, как непрошенному гостю в вашей судьбе? Бог никогда не предназначал бедность в наследство. Он никогда не ставил печать о нехватке в вашем духовном свидетельстве о рождении. Он никогда не призывал вас быть хвостом. Вы – голова, то кредитор, то распределитель, то сосуд изобилия. Но за это нужно бороться. Потому что пока Бог приготовил благословение, вы должны победить сопротивление. Позвольте мне показать вам кое-что из Писания. В Даниил 10 пророк постился и молился 21 день. С первый день Бог услышал его молитву и дал ответ. Но Библия говорит, что принц Персии, демоническая территориальная сила, удержал ангела, неся благословение Даниила. Для 21 день там была война в небесах. Ответ был опубликован, но он был боролись за. Вот чего многие не понимают. Можно жить с задержкой, хотя Бог уже сказал «да». Возможно, ваше финансовое чудо уже свершилось, но оно еще не завершено, заблокирован в духовной сфере. Вот почему ваше заявление не является необязательным, оно обязательно твое оружие. Вот почему ваша молитва – это меч. Вот почему ваше семя разрывает почву. Вот почему ваша вера – это трампротив врат ада. Скажите это сейчас. Все финансовые трудности в моей жизни исчезают. И я приказываю всем силам, препятствующим моему чуду, исчезнуть. Я провозглашаю поток богатства во имя Иисуса. Не произноси это заявление шепотом, командовать этим. Потому что враг не подчиняется внушению. Он подчиняется авторитету. И вот вам истина, достойное упоминание. Бог не просто даст вам деньги. Он даст вам силу, чтобы получить богатство. А стратегия, идея, возможность, божественная связь. Благословение не всегда свалится как дождь, иногда оно придет как семя, и если вы не обучены различать это, ты будешь скучать по этому. Вот почему сопротивление так сильно. Не из-за денег, а из-за того, что вы бы сделали с ними власть, как только оно у вас появится. Потому что когда ты идешь в своем финансовое помазание, дьявол теряет контроль над вдовы, то сироты, то безголосой, и сломанный, потому что ты становишься канал, который Бог использует, чтобы благословить их. Теперь вы должны ясно понимать, речь идет не только о вашей борьбе. Это война королевств, война между светом и тьмой. Война за твое назначение. И вы не бессильны. На самом деле, вам уже дали ключ. В Слове Божьем сказано, Матфея 16:19, «И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». У тебя есть полномочия. У тебя есть право. У тебя есть ключ. И теперь ты должен им воспользоваться. Итак, заявляем еще раз, я связываю всю силу финансового удержания. Я теряю благословение небес. Я связываю задержку. Я теряю ускорение. Я связываю путаницу. Я теряю ясность и благосклонность. Ваш голос гораздо сильнее, чем вы думаете. Это курок, который активирует божественная война от вашего имени.
И вот последняя правда, которую большинство не знает. Враг может украсть у пассивного, но он не может выдерживать постоянное. Так что не молчите. Не впадайте в оцепенение. Не принимайте эту финансовую засуху как свою судьбу. Потому что я пророчествую сейчас. Вы собираетесь получить богатство, которого не заработали, контракты, за которыми не гонялись, недвижимость, которую не строили, благосклонность, о которой не договаривались, только но все зависит от вашего на сейчас, ваше заявление сейчас. Ваша последовательность сейчас. Вас не остановить. И в следующей части этого сообщения я собираюсь раскрыть божественные обещания, связанные с твоим именем. Обещания, которые подтвердят, что все, что ты пережил, было не напрасно. Обещания, которые покажут тебе точная награда за ту самую боль, что ты перенес. За обещания, которые уже запечатлены в небесной летописи. Но прежде чем мы пойдем туда, скажите это авторитетно в последний раз. В моей жизни произойдут финансовые чудеса. Все противоборствующие силы должны сдаться. Я принимаю поток богатства во имя Иисуса. Вы ведете войну словами. Теперь будьте готовы к вашему урожаю. Ты прошел долгий путь. Ты плакал, ты верил и пережил ночи, которые, казалось, лишили тебя даже надежды. Но послушай же теперь, ваше финансовое чудо не откладывается, оно осуществляется. Это тот момент, когда небеса встречают ваше послушание, где ваша полная самоотдача становится основой вашего духовного авторитета, и Божье изобилие начинает изливаться. Пусть эта истина укоренится в вашем духе. Благословение Господне обогащает человека и не приносит печали. Притча 10 часов 22 минуты. Ни стресс, ни стыд, ни борьба, но мир, радость и полнота. И сегодня, властью живого Бога, я заявляю, вы вступаете в период жатвы. Но перед тем, как урожай приходит, должна быть капитуляция. Глубокая, полная, не подлежащая обсуждению, вы должны открыть свои руки, чтобы Бог мог наполнить их. Понимаете, изобилие не посещает гордых, богатство не остается у двоедушных, и чудеса бегут от непослушных, но тому, кто стоит, сломленный, но верующий, небеса открываются. И тому, кто говорит: «Отец Господь, пожалуйста, возьми под свой абсолютный контроль мои финансовые дела», Бог отвечает священной милостью. Если вы готовы к этой услуге, оставьте комментарий ниже. Я отдаю свои финансы тебе, Господь. Благослови меня щедро, пусть небеса услышат ваше исповедание. Пусть в этот момент ангелы запечатлеют ваше послушание. Враг трепещет, когда Дитя Божье берет духовную власть посреди бури. И сегодня вы берете власть не воинством, не силою, но Дух Господень. Богатство – это не только деньги. Богатство – это свобода. Это спокойствие от осознания того, что ваши счета оплачены. Это обеспечение, когда другие боятся нехватки. Это избыток в намерении твоем и умножение в руках твоих, и не заблуждайтесь, Бог желает этого для тебя. Но секрет не в стремлении, не в мольбах, не в страхе. Секрет в том капитуляция и власть. Когда вы говорите: «Господи, я сдаюсь», вы не теряете контроль, вы отдать контроль в единственные руки, которые никогда не подведут. Вы вступаете в заветное богатство, это не просто духовная фраза. Это небесное юридическое соглашение, которое гарантирует пропитание тем, кто верует. Ни благословение всегда был там, ожидая, когда его откроет ключ. Твой голос, твоя вера, твоя полная гармония с небесами. Произнеси это вслух со смелостью. Я беру на себя управление своими финансами во имя Иисуса. Я помазан на богатство во имя Иисуса. Повторяй это.
пока твой дух не избавится от страха. Повторяй это, пока твое сердце не загорится святой уверенностью. Потому что вот скрытая правда, которую многие вам никогда не расскажут. Богатство в царстве начинается с повиновения. Парадокс божественен. Чем больше отдаешь, тем больше обретаешь. Чем больше отдаешься, тем больше небеса льются рекой. Когда говоришь «возьми под контроль, Господь», вы открываете сверхъестественное. Вы говорите дьяволу, вы больше не владеете этой территорией. Мои финансы принадлежат королю. Это поворотный момент в твоей истории. Не завтра. Не на следующей неделе, сейчас это ваш духовный пик, где прекращаются мольбы и начинается приказание. Где заканчивается замешательство и возникает божественная ясность. Где засуха прекращается и дождь изобилия начинает падать. Но послушайте внимательно, Бог благословляет смелую веру, а не пассивное желание. Вы должны открыть свои уста, исповедовать Слово, провозглашать Его обетование. Богатство и честь исходят от Тебя, Господь. 1 Паралипоменон 29:12. Выскажите это. Заявите об этом. Стой на этом. Даже когда ваш кошелек пуст, ваша вера должна быть переполнена. Даже когда ваш банковский счет пуст, ваш настрой должен оставаться позитивным. Это поле битвы. Здесь решается судьба. Если вы молчали, пора говорить. Если вы сомневались, пора верить. Если вы ждали знака, вот оно, дух бедности разрушится прямо сейчас, не эмоциями, а властью. Вы возвращаете себе свое наследство, вы возвращаете то, что враг пытался украсть. Завет Бога с вами подразумевает изобилие. Желать богатства не грех. Молиться о финансовом прорыве не эгоистично. Духовная война требовать то, что уже было обещано. Господня, земля и все, что наполняет ее. Псалом 23:1. Это включает в себя ресурсы. Это включает в себя обеспечение. Это включает в себя ваш бизнес, вашу работу, ваши идеи, ваше будущее. Пусть Бог дышит на ваши финансы. Пусть Он повелевает своим ангелам открытые двери, которые были долго закрыты. Но сначала ты должен поклониться. Не из слабости. С доверием. С признанием того, что ты никогда не должен был нести это в одиночку. Повторяйте это вместе со мной. Господи, я отдаю все. Я доверяю Тебе. Я отдаю свои финансы в Твою власть. Я подчиняю свое сердце Твоей воле. Пусть Твои благословения текут во имя Иисуса. Повторяй это снова и снова. Не потому, что ему нужно это услышать, а потому, что ваш дух должен в это верить. А теперь прочувствуйте этот момент. Пусть он проникнет глубоко. Это не просто очередное послание. Эта божественная транзакция, ваша капитуляция, обменивается на силу. Ваше беспокойство обменивается на богатство. Ваше беспокойство растворяется в помазании. Прямо сейчас в вашем духе происходит что-то мощное. Ты становишься сосудом. Ты получаешь наследство. Ты вступаешь в сверхъестественное обеспечение. Это было написано в книге судьбы задолго до твоего рождения. Да, ты тот самый избранный. Тот самый призванный. Тот самый назначенный. Но не упустите этот момент, не сказав своего словалочка. Ставьте комментарий ниже сейчас. Я отдаю свои финансы Тебе, Господь. Благослови меня щедро. Ваше признание – это ваше семя. Ваше семя – это ваш авторитет. И ваш авторитет открывает дверь, которую ни один человек не может закрыть. Враг хочет, чтобы вы думали, что ничего не изменилось. Но как же он ошибается? Потому что вы перешли черту в духе.
Вы больше не находитесь в системе дефицита. Вы вошли в экономику небес, где благосклонность течет быстрее, чем усилия, и благословение разрушает все преграды. Пусть это слово отзовется эхом в твоей душе. Изобилие – твоя доля не из-за того, кто ты, а из-за того, чей ты вы принадлежите Отцу, который ни в чем не нуждается. Царю, который радуется вашему благополучию. Пастырю, который водит вас к водам тихим и готовит вам трапезу в присутствии твоих врагов. Ты не забыт. Ты не проклят. Ты высокоодобренный, божественно защищенный и духовно подготовленный к процветанию. А теперь вы освобождены. Освобожденный от страха. Освобожденный от сомнений. Освобожденный от ограничений. Сбор урожая начался, и ваши руки готовятся к сбору. Ваши хранилища расширяются. Ваши границы расширяются. И все это потому, что ты сдался. Это кульминация твоего прорыва. Место, где твое «да» стало оружием. Где твоя молитва стала паролем. Где твоя покорность стала подписью, подтверждающей твое благословение. Вы стоите на святом месте. Это алтарь преобразования. Место, где небеса поцеловали землю, и ты стал доказательством Божьих обещаний. Примите это. Верьте в это. Идите в этом. И помните, это только начало. Есть еще больше. Есть еще больше. Впереди слава. Но сегодня ты принял духовную власть. И ничто уже не будет прежним. Оставьте комментарий сейчас. Я отдаю свои финансы тебе, Господь. Благослови меня щедро, пусть это станет семенем вашего преображения. Бог не закончен. Не дверь открыта. Не ключ у вас в руках. Не чудо здесь. Во имя Иисуса. Господь, пожалуйста, благослови меня своими небесными благословениями. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословляешь меня финансово. Небесный Отец, я прихожу к Тебе сегодня, чтобы получить от Тебя финансовые благословения. Благодарю Тебя за то, что Ты Бог изобилия, потому что мое финансовое чудо исходит от Тебя. Дай мне силы расти финансово. Благослови меня финансово, чтобы улучшить мою жизнь. Удовлетвори все мои нужды по Твоим славным богатствам. Это не просто слово. Это заявление «вера», укорененный в Вечном Завет. И теперь, как ваше чудо начинает проявляться, пришло время закрепить ваше благословение с сильнейшими силами в духовной сфере, подтверждение и благодарность. Потому что благодарность – это не реакция, это духовное оружие, и благодарность открывает двери, которые никогда не открывались бы попрошайничеством. Благодарность привлекает присутствие Бога близко. И когда Его присутствие близко, потоки изобилия, богатства умножаются, и чудеса становятся нормой. Дитя Всевышнего, вдохни. Почувствуй это. Атмосфера вокруг тебя теперь другая. Что-то изменилось. Это не тот момент, когда ты начинал это путешествие, ваш дух стал более уравновешенным. Ваше сердце стало более открытым. Ваше наследие стало ближе, и причина проста – Бог услышал тебя. Вы просили Его благословить вас небесными благословениями. Он делает это. Вы заранее поблагодарили Его за финансовое благословение. Он чтит вашу благодарность. Ты пришел к Нему, чтобы получить свое чудо. И Он не из тех богов, кто удерживает обещанное. Это священный момент. Момент, чтобы запечатать то, что было разблокировано, подтвердить то, что было заявлено, и благодарить подателя всех благ с полным сердцем. Повтори это вместе со мной еще раз, не как пожелание,
а как уверенность, рожденная от веры. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословил меня финансово. Пусть это станет рефреном вашей души. Пусть ваш дух напевает это, когда вы просыпаетесь, и шепчет это, когда вы спите. Ведь каждый раз, когда вы произносите это, вы поливаете семя изобилия, которое было посажено в молитве. И семя, будучи взращено, не дремлет, он растет. Запомните это, благодарность ускоряет рост. Она притягивает ваше будущее в настоящее. Она превращает обещание в реальность. Благодарность не пассивна, она активна. Вера в движение. Когда вы говорите «Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословил меня финансово», даже когда ваш банковский счет не совпадает, вы не лжете, вы пророчествование. Бог отвечает на язык доверия. Он отвечает тем, кто, подобно Аврааму, уверовал с надеждой вопреки надежде, те, кто поблагодари Его за дождь, когда стоишь в засуху. Те, кто кричит «Победа!», когда стены еще стоят. И теперь Он отвечает: поблагодарите Его сейчас еще раз. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты Бог изобилия. Потому что вы больше не молитесь далекой фигуре, вы взаимодействуете с Отец, а поставщик, а сдерживающий обещания. Оглянитесь вокруг. Кажется, что ничего не изменилось, но в невидимом мире двери распахнулись настежь, дверь обеспечения, та дверь прорыва, та дверь божественных назначений, та дверь сверхъестественного ускорения. И теперь пришло время сказать спасибо, не за то, что вы получите когда-нибудь, а за то, что уже началось в духе. Возможно, вы еще не увидите весь урожай, но почва уже изменилась, а ангелы уже были отправлены. Руки небес уже движутся к вам. И ваша задача теперь оставаться в строе, оставаться в завете и жить сердцем, полным непрестанной благодарности. Повторите еще раз: «Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе, чтобы получить от Тебя финансовые благословения». На этот раз произнесите это не как просьбу, а как декларацию позиции: «Ты не нищий у ворот. Ты и наследник, восседающий на небесах. Ваше наследование же написано, и ваше имя на свиток изобилия». Теперь вы видите. Это не молитва, исполненная желаний. Это юридическая сделка в небесных судах. Благословение Твои. Богатство идет. Чуда уже в движении. И когда вы говорите «дайте мне возможность расти финансово», вы приглашаете Бога научить ваши руки изобилию, помазать ваши идеи, вдохнуть жизнь в ваши стратегии, увеличить свою способность к управлению, так что богатство не поглотит тебя, но умножится тобою. Бог не просто дает вам деньги. Он дает вам мудрость, услуга, соединение и влияние поколений. Он создает через вас наследие, которое разорвет порочный круг нехватки в вашем роду. Вы не просто благословляетесь, вы оборудованы нести богатство с ответственностью, со смирением и с божественной целью. Скажите это еще раз смело: «Благослови меня финансово, чтобы улучшить мою жизнь и удовлетворить все мои нужды в соответствии с Твоим славным богатством». Потому что это позиция выравнивания завета. Вы не стремитесь накопить богатство, а стремитесь быть сосуд благословения. Ты просишь не из жадности, а из звонок. И Бог это видит. Он знает желание твоего сердца. Он знает бремя, которое вы несете. Он видит слезы, которые ты выплакал в тайне, и ночами ты лежишь без сна, размышляя, как будут оплачены счета. И поскольку Он видит, Он обеспечивает. Не богатство славы Егони ограничены экономикой, правительством, рецессией или инфляцией. Его склады никогда не опустеют. Он владеет скотом на 1000 холмов. Он Иегова в гневе, ваш провайдер. И Он движется. Даже сейчас что-то меняется не только вокруг вас, но и внутри вас. Ваш ум обновляется. Твой вера стабилизирует.
Твой душа находит покой. Тебя больше не терзает тревога, потому что ты стоишь на фундамент обещания. Бог привел тебя сюда не только для того, чтобы вдохновить тебя. Он привел тебя сюда, чтобы преобразить тебя. Превратить ваш страх в веру. Ваше выживание в стратегию. Ваше отсутствие в наследство, и все это начинается с День Благодарения. Так что продолжайте повторять это. Продолжайте утверждать это. Продолжайте повторять это в своем духе. Пусть это станет саундтреком вашего нового сезона. Господи, пожалуйста, благослови меня Твоими небесными благословениями. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословил меня финансово. Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе, чтобы получить от Тебя финансовые благословения. Спасибо, что Ты Бог изобилия. Мое финансовое чудо исходит от Тебя. Дайте мне возможность вырасти финансово. Благослови меня финансово, чтобы улучшить мою жизнь. Восполни все мои нужды по богатству славы Твоей. Не торопите этот момент. Пребывайте в нем. Пусть ваше сердце переполнится. Пусть ваша благодарность станет подобна фимиаму, воскуриваемому перед престолом Божьим. Потому что каждое мгновение, которое вы проводите, благодаря его, вы созидаете престол хвалы, чтобы Царь славы восседал в вашей жизни. Вот как вы живете в зоне чудес, не стремлением, а сдаться и поблагодарить. Ты уже не тот, кем был раньше. Ты больше не связан ограничениями. Ты больше не определяется тем, чего тебе не хватало. Теперь тебя определяет, что ты несешь, кому ты принадлежишь, и почту небеса провозгласили о тебе. Итак, восстаньте. Восстаньте с уверенностью. Восстаньте с уверенностью. Пройдите свой день с эхом этой молитвы в своем духе. И когда сомнения попытаются закрасться, заглушите их благодарность. Когда страх шепчет, ответь ему утверждение. Когда нехватка чего-либо попытается снова проявиться, противопоставьте ей вера. Потому что вы не возвращаетесь к старой версии себя. Вы полностью входите в новый «ты», тот, кто есть благословенный, помазанный, уполномоченный и хождение в сверхъестественном богатстве. Это ваш сезон переполнения, точка урожая, здесь двери открыты. Завет стоит. И ваша благодарность – мост, который держит вас в равновесии. Теперь сделайте глубокий вдох и запечатлейте этот момент. Пусть ваша последняя молитва сегодня будет не просьбой, а день благодарения. Пусть ваши последние слова будут не криком нужды, а песней радости. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословил меня финансово. Спасибо за чудо. Спасибо за богатство. Спасибо за преображение. Спасибо, что Ты мой кормилец, мой Отец, мой Бог. И это действительно так. Во имя всемогущего Иисуса. Аминь. Включите уведомления, потому что каждое сообщение, опубликованное здесь, и является ключ, каждое видео – это дверь, и каждое слово – это семя, и если это видео сегодня нашло отклик в вашем сердце, не позволяй своему голосу замолчать. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословил меня финансово. Я принимаю Твои небесные благословения. Это момент вашего окончательного согласия. Так вы отмечаете окончание силой и начинаете новый сезон с верой. Ваш комментарий не для показухи, это заявление духа. Это ваш способ сказать «Я верю в это». Я стою на этом. Я буду ходить в этом. И всем, кто уже подписался, кто уже прошел этот путь вместе с нами в других сообщениях, спасибо. Ваша вера и ваша преданность
честь коллективное движение людей по всему миру, которые говорят «хватит скудости». Хватит страха. Мы выбираем пульзавет из богатства, из божественное наследие. Ты не один. Ты часть семьи. Ты часть остатка. И вместе мы поднимаемся к полноте того, что Бог предназначил нам. В следующем видео мы углубимся еще глубже. Мы поговорим о том, как поддерживать ваше чудо, как сохранить поток благословений, как защитить свой финансовый урожай и как ежедневно ходить в помазание на богатство. Потому что Бог не хочет, чтобы вы получили чудо, а потом его потеряли. Он хочет, чтобы вы жили в достатке. Поэтому убедитесь, что вы подписаны, включены уведомления и не пропускаете ни слова. Завершая эту сессию, поднимите дух в последний раз. Спасибо, Господь, за каждого зрителя. Спасибо за каждое сердце, сказавшее «да». Спасибо за каждое финансовое чудо, которое сейчас происходит. Окутай их своей любовью. Окружи их благосклонностью. Излей мудрость на их решения. Излей богатство из твоих славных сокровищниц. Пусть их нужды будут удовлетворены, а мечты воплощены. Пусть эта молитва станет не концом, а семенем нового начала. Во имя всемогущего Иисуса. Аминь. Теперь идите вперед с верой. Поговорить с властью. Жить с благодарностью ты уже не тот, кем был до начала просмотра этого видео. Теперь ты сосуд благословения, распорядитель богатства и дитя судьбы. Это твой сезон. Это твое время. Твое чудо пришло. И помните, комментарий ниже. Благодарю тебя, Господь, за то, что ты благословил меня финансово. Я принимаю твои небесные благословения. Подпишитесь на канал, чтобы вы никогда не пропустили ни слова правды. И увидимся в следующем видео, где мы глубже погрузимся в мудрость, как сохранить то, что небеса уже отпустили. До тех пор оставайтесь в вере, оставайтесь в благодарности и оставайтесь под открытым небом Божьих благословений. Аминь.